Салам всем зашедшим на огонек. Это видос о бесплатном детейлинге, очень беспощадным по времени, если захотите повторить. Многие кадры были сделаны еще 2 года назад, как я купил машину и где я разбирал все полностью. Но много некомплекта по видео, поэтому что-то я добавил, чего-то уже нету, потому что я это потерял, так что особо не теряйте. Решил начать с самого грязного, а именно багажника. Поднял все обшивки и увидел там вот такую картину. Приступим к мытью внутрянки, а обшивки потащим домой мыть. Обшивки мыл доместосами и прочими. Но будьте аккуратны, кое-где я протер краску пластика и появились вот такие белесые проплешины. Если будете использовать специализированную химию, будет вообще круто. Но у меня около бесплатный детейлинг, так что как есть. Также снял и ремни безопасности и решил тоже их помыть. Понятное дело, что это уже было все хорошо засаленное, пришлось хорошенько отмывать порошком, несколько так раз. После мытья была уже вода вот такая. За столько лет скопилась такая грязь. Под шумку начала заливаться вода, поэтому пришлось ее содрать. И там был найден отвал. Багажник за это время знатно заржавел. Но да ладно, займемся в следующих сериях. Следующее, чем занялся я, это замотал всю проводку в багажнике для более заводского вида, и для безопасности в целом. Далее собираем все назад, устанавливаем все ремни и обшивки назад. И двигаемся уже далее. Следующее, что у нас надвигается, и следующее, что я мыл, это уже был задний диван. Полный разбор я особо не снимал, ибо снимал давно и, скорее всего, потерял все кадры. Но, в принципе, ничего сложного там нету. Да, чутка геморройно, но, в принципе, терпимо. Бросаем ткани в ванну и получаем такую жижу за все 30 лет жизни машины на момент съемки. Красота. Моем по 2-3 раза и хорошенечко все промываем. Через время, как высохнет, пылесосим. Собираем все назад. Кидаем чехлы и вроде как красота. Почти салон от Каена. Не учитывая кривизну китайских чехлов. Да ладно. Получается, что сзади у нас уже все красиво. Грязь вроде как вычистили, сиденья отмыли, ремни красивые по меркам своих лет, а перед грязный. Непорядок, разбираем стойки, которые почти полностью сидят на уплотнителях. Вымываем обшивки, снимаем ремни, кидаем мыться и моем. Думаю, что многие сталкивались на старых машинах с тем, что ремни назад либо уже очень медленно входят, либо их надо запихнуть назад. И скорее всего у вас проблема в том, что ремни уже засалились и механизму тяжело работать. Решается это мойкой, но если что-то сломано, это, конечно, не панацея.
Далее собираем назад и балдеем. Уже хотелось разобрать сиденье переднее, да помыть, но что-то мне подсказывает, что сиденье это просто не переживет. В плане передних все очень и очень плохо. Так что снимаем лишь передние обшивки стоек и моем. К ним же бросаем и козырьки, которые были уже все темные от грязи. Собираем все назад, получаем такой результат. Вот такой беспощадный около бесплатный детейлинг я провел. Спасибо за внимание. Пока.